У меня вот такие вот нитки. Я уже начала вязание, поэтому моток начат. Значит, это вот такие вот, я не знаю, продаются они у вас или нет. У нас продаются, но если вы возьмете обычную текстильную пряжу трикотажную, либо сделаете это из футболок, все будет в порядке, будет точно такой же рюкзачок. Вязание мы начинаем из круга, вяжем основу, донышко. Донышко мы вяжем по видео, которое сейчас здесь появится в подсказочке в правом верхнем углу. Там подробное описание, как вяжется круг. Вяжем круг из 11 рядов круговых. Далее переходим на другую нить. В моем случае это светло-серая. Накомбинировать цвета вы можете по своему усмотрению, как вам больше нравится. Значит, я прикрепляю эту нить сюда. Так. И далее я вяжу столбиком без накида по кругу. Далее все вязание у нас будет столбиком без накида. Вяжем нитью другого цвета два ряда. Так. Это я протяну. Вот, отлично. И продолжаю вязание. То есть вяжу по кругу один ряд и второй ряд столбиком без накида. Провязала я 3 ряда столбиком. Раз, два, три. Вот смотрите, рюкзак уже принимает форму. Снова я меняю нить. Заканчивала, сейчас покажу, как обычно, соединительным полустолбиком. Вот, сейчас меняю нить снова. Так. И уже другим цветом я вяжу петлю подъема. И далее столбик без накида, второй столбик без накида, третий столбик я опускаюсь сюда, то есть на 2 ряда ниже. Делаю протяжечку такую и провязываю столбик. Вот эту петлю мы пропускаем, делаем столбик без накида, 1, 2, 3 и делаю протяжку снова. Вот он наш следующий, под него и немного наискось я из этой дырочки вытаскиваю ниточку, провязываю. Вот этот столбичек я пропускаю, вяжу в этот, в следующий. Раз, два, три. Видите, получаются вот такие вот протяжечки. И снова вот одна дырочка, вторая под петлей и третья чуть-чуть наискось. Вот в эту третью я делаю эту протяжку. Вот он. Далее снова вот эту пропускаю и следующий начинаю. 1, 2,
3. И так до конца ряда. По кругу до конца ряда вяжем. Довязываем до конца ряда. Мы провязали в круговую, делаем соединительную петлю подъема, и далее еще круг 1 мы вяжем столбиком без накида. Вот. Провязала я еще один ряд. Всего бордовых рядов у меня 2, а серых 3. Далее продолжаю вязать, немножко подтяну, вот, продолжаю вязать серой нитью и повторяю то, что я делала с бордовой нитью. 2, 3, 3. Теперь я одеваю сюда под бордовую нить и протягиваю, делаю протяжку. Эту петлю пропускаю. Теперь у нас, смотрите, 1, 2, 3, и эту мы вытягиваем. 1, 2, 3, и вот в эту дырочку вытягиваем, пропускаем эту петелечку, вяжем 3 столбика, 2, 3, дырочку центральную вытягиваем. Вот так вот мы вяжем до конца ряда. Далее 2 ряда столбика без накида. Далее чередуем с бордовой нитью, делаем бордовую протяжку, она будет отсюда, вернее из 2 рядов. Вот видите, 2 ряда протяжка. То есть если у нас тут 2 ряда, то у нас протяжка получается практически на стыке 2 цветов. То здесь вот у нас вот этот ряд будет как бы без протяжки. Протяжка начнется отсюда. И вяжем далее череду. Так, провязала я в высоту, девчонки, провязала бордовой нитью 3 раппорта, то есть 3 раза. Далее продолжала просто серой нитью. Сейчас я вам скажу, сколько у меня донышко. Ровно 20 сантиметров донышко получилось. Узора у меня 13 сантиметров. И 10 сантиметров серой нитью. Теперь беру маркеры. И вот смотрите, что я буду делать. Мне нужно разделить на 4 равных части. Делю пополам. Еще раз пополам. Совмещаю здесь маркеры. Здесь цепляю. И здесь. То есть на 4 части я разделила. Дохожу до маркера. Делаю воздушную петлю и снимаю маркер. Эту петелечку с маркером я пропускаю и далее вяжу столбиком далее до следующего маркера. Вот она, дырочка небольшая, но нам вполне ее хватит для того, чтобы продеть. Так, провязала я от дырочек еще 2 ряда, и теперь будем заканчивать. Вот они, мои дырки. 2, 3, 4. Так, теперь рабочие нити оставляю, вот я не знаю,
где-то давайте возьмем 3 длины, как бы 3 объема. Сейчас я хочу просто симпатично закончить это все. Протягиваю через эту петелечку и затягиваю. Теперь просто через вот эти последнюю косичку я вот так вот сделаю такие протяжечки. И такой как бы нежный ободочек по кругу вот так вот. Чтобы как бы было ощущение, что работа у нас закончена. Нитки, наверное, я много оставила, но ничего. Это лучше, чем завязывать узлы. Вот так вот по кругу я пройдусь и все доделаю. Дошла я до конца ряда, вот смотрите. Еще сюда протяжечку сделаю, протяну на изнаночную сторону и здесь затяну. В общем, 2 длины, 2 нашего вот этого как бы радиуса достаточно нитки. Обрезаем. Вот, заготовочка наша уже готова. Вот она. Теперь далее рассказываю. Связала вот 2 ручки, как бы длинные вот эти лямки, и вот одну короткую такую ручечку. Как их вязать, будет вот здесь вот в подсказочках видео. Есть отдельное видео. В этом видео вот этот первый способ. Это 4-й способ вязания ручек. Так что перейдите по ссылке, либо в конце видео будет ссылка на это видео. И свяжите ручки. Сейчас скажу, какой длины. Там подробный мастер-класс, как они вяжутся. Кто смотрел, те уже знают. 90 сантиметров. Длинные по 90 сантиметров, а вот это вот у меня 20 сантиметров. Так, далее продолжаем. Теперь мне нужно как бы протянуть вот эти ручки, чтобы визуально было видно. Одна дырка, вторая дырка. Это одна ручка. И одна дырка, и напротив нее вторая, где вот протянули. Так, теперь смотрите, я покажу, как я затягивала здесь ниточку, начало и конец от этой ручки. Просто протянула, а потом вот так вот с одной в другую сторону перетягиваем. И остаточек обрезаем. Теперь берем вот так вот, как бы оставляем ниточку на весу и прямо под ней, вот она, здесь я захватываю эту петелечку, беру остаток нитки, вот так вот немного оставляю, потому что я ее потом протяну на изнаночную сторону и закреплю. Делаю цепочку из 3 петель, поворачиваю, захватываю эту петельку, провязываю столбик. Вот видите, обрезаю нитку. Оставляю. Теперь продеваю сюда нашу лямку
И на конце делаю узелочек. Так. Вот. Видите? Еще залезу оттуда, достану эти ниточки и завяжу там тугой такой узелок, чтобы оно держалось. Так, вот оно. Прям штук 4 завяжу, чтобы у нас было навечно. Обрезаю нитку. Так, один фиксатор у нас готов. То есть вот здесь вот мы можем корректировать длину этих лямок. Либо точно связать, либо корректировать. Допустим, еще один узел вот так вот сделать, да. То есть подтянуть и здесь сделать узел такой. Тут будет висюльки такие декоративные. Ну, лямка в этом случае как бы укоротится. Так, одну мы сделали. Теперь делаем вторую. Точно так же выравниваем. Вот она, наша петля. Захватываем ее. Берем нитку. Делаем. Раз, два, три. Через одну, значит, одну пропускаем и в следующую снова закрепляем. Делаем точно то же самое. Обрезаем, оттягиваем. Вытаскиваем на изнаночную сторону. И там завязываем узелок. Так, внизу мы сделали. Так, вторую лямку я тоже продеваю сюда. Ой, надо было продевайте перед тем, как вы затянете. Потому что потом уже получается очень туго. Так. Готово. Пока готово. Теперь нам нужно, где моя ручка, пришить вот эту вот ручечку. Вот здесь вот. Для этого я специально оставила, вот смотрите, такие длинные ниточки, чтобы я могла ими дальше работать, чтобы не было узлов. И я могла работать. Вот смотрите, приблизительно. Сейчас измеряем, точно вам скажу, от этой дырки 3 сантиметра ниже и где-то сантиметр между, видите, вот так вот, и пришиваем нашу ручку. Прям хорошо, добротно пришиваем. Так и вторую сторону точно так же пришиваем. Вот здесь вот. Вот она. Смотрим, чтобы она была ровненько. Точно так же, как и та первая половинка.
Так, и последний штрих. Продеваем сюда. Так, вот мы продели эту сюда в дырку, вернулись сюда. И вот эту вторую сюда и вернулись сюда. Вот они. Вот это наша, вот это. А это наша, вот это. Вот. Теперь возвращаемся в эту дырочку. Третью и четвертую. Теперь вот здесь вот я дырки не сделала на центре. Я ищу середину. Вот она, моя дырочка. Здесь можно сделать дырочки, но так как я хочу, чтобы оно здесь было туго, я их не делала. Я протяну сюда. Там мне нужно, чтобы все было как бы свободно, а здесь мне нужно туго. Поэтому дырки я здесь не делала по центру. Вот, протягиваю сюда. Завяжу узелок. Так. Вот, теперь смотрим, когда у нас сумка открыта, мы ее закрываем вот так вот. Затягиваем. Вот. Вот так вот она выглядит закрытая. Вообще в открытом виде надо подтянуть до максимума, до узелка. Вот так вот разровнять все хорошенечко, чтобы можно было открыть. Не висят наши штучки. Закрываем. Чик. Чик. Раз, два. И вытянули наш шнурок. И все, оно держится. Потому что дырочки вот эти наши тугие. Поэтому оно будет держаться. Вот он, наш рюкзачок. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.